Всем привет! Это первый урок курса «Основы программирования на языке C# по платформе .NET. А на этом уроке мы не будем писать код, он пройдет в виде небольшой презентации, где я вам просто расскажу, что же из себя представляет язык C#, что такое платформа .NET и как они связаны между собой. Итак, поехали. Что же из себя представляет язык C#? C# это универсальный высокоуровневый язык программирования, разработанный компанией Microsoft, и первая версия которого вышла в 2002 году. Какие у него основные характеристики? Ну, первое, это он имеет C-подобный синтаксис. То есть, если вы так или иначе сталкивались с такими языками, как C, C++, Java, то вам будет немного легче в изучении. C# позиционируется как объектно-ориентированный язык программирования, хотя за год своего развития он вобрал в себя немало фич из функционального программирования. Я даже видел разработчиков, которые пытаются писать на C# полностью в функциональном стиле. На самом деле это не очень хорошая идея, потому что есть более специализированные языки для этого, такие как, например, F#. C# язык строго типизированный. Что это значит? В первую очередь это статическая типизация на этапе компиляции. То есть, если вы в коде своей программы указали, что в данной переменной вы хотите хранить целое число, то ниже по коду программы вы в эту же переменную никак не сможете записать строку. Компилятор просто не позволит вам это сделать. В отличие от таких, например, языков, как JavaScript, где вы легко можете записать в переменную число, а ниже по коду программы в нее же записать строку. И никто вам этого не запретит. Единственное, что это чревато багами, поэтому C# от этого отказались. Второе, это то, что C# явно нигде не будет преобразовывать типы, если это небезопасно. То есть, например, если вы имеете строковую переменную, она нигде явно не преобразуется в число, потому что это просто небезопасно, потому что в строке может быть и не число, может там какие-то буквы, да, и при преобразовании возникнет ошибка. Если вы хотите действительно строку сконвертировать в число, вам придется указать это явно. В отличие, опять же, от того же JavaScript, где в некоторых контекстах строка вполне может неявно преобразоваться в число. Например, если вы сравните строковую переменную с численной переменной, то строковая переменная неявно преобразуется в число. И такие неявные преобразования, опять же, ведут к багам. И опять же, от этого в C# отказались. C# язык универсальный, то есть на нем без преувеличения можно написать все, что угодно. Вы хотите писать десктоп-приложение под Windows, у вас есть Windows Forms и WPF. Хотите писать кроссплатформенные десктоп-приложения, либо мобильные приложения под Android и iOS. Сейчас Microsoft активно развивает платформу .NET MAUI. Хотите писать веб-приложение, у вас есть ESP.NET Core. Хотите писать игры, у вас есть движок Unity. То есть вы не ограничены. После того, как вы освоите основы, вы можете выбрать для себя какое-то направление, которое вам более интересно, или несколько направлений, и развиваться уже в них. Также язык C# и вся платформа .NET, они постоянно развиваются и имеют огромное сообщество. То есть версии C# и .NET, они выходят каждый год, и с каждой версии C# выбирает в себя какие-то новые интересные фичи. Некоторые из них мы посмотрим на наших уроках. Ну и в конце C# находится в топе самых используемых и самых популярных языков программирования по версии многих ресурсов. Я тут привел Tiobi, People, ссылки также будут в описании. Что это значит для вас? Это значит, что вы не должны беспокоиться о том, что вы изучаете что-то нерелевантное, что никому не нужно, что завтра устареет. Нет, на самом деле компания очень любит C# и .NET. Вы просто можете войти на Headhunter, да, вбить туда C# или .NET и посмотреть, сколько вакансий вам отобразится и какие там зарплаты. Вряд ли вы будете разочарованы. В принципе, по C# на этом все. Давайте теперь посмотрим, что же такое .NET. Итак, что же такое .NET? Часто эти понятия используются взаимозаменяемо. Там, где имеют в виду C#, используют .NET и наоборот. На самом деле это не совсем правильно, потому что понятие .NET гораздо шире C#. .NET на самом деле в себя включает в C#. .NET это платформа для разработки программного обеспечения, которая также поддерживается компанией Microsoft. Сейчас я расскажу, что нам предлагает .NET, но перед этим я хотел бы немного погрузиться в историю и рассказать, как он развивался. То есть изначально эта платформа, она называлась .NET Framework, и вышла она вместе с первой версией C# в 2002 году. И все в ней было хорошо, за исключением того, что она не была кроссплатформенной. То есть вы могли писать приложение на C# и .NET только под Windows. А это был на самом деле огромный недостаток, и даже собралось некое сообщество разработчиков, которое решило сделать свою платформу, совместимую с платформой .NET Framework, но уже кроссплатформенную, с открытым исходным кодом, и называлась она Mono. И на ней уже можно было писать приложение не только под Windows, но под macOS и Linux, но она, конечно, не была такой же мощной, как .NET Framework. Microsoft в какой-то момент это понял и начал развиваться в сторону кроссплатформенности, и в 2016 году вышла обновленная платформа, и она уже называлась .NET Core. И она уже была кроссплатформенная и с открытым исходным кодом, то есть на ней можно было писать приложение не только под Windows, но под Linux и Mac. А открытый исходный код дал то, что пришло огромное комьюнити, то есть огромное число разработчиков, которые захотели ее поддерживать и развивать, то есть это дало огромный толчок в развитии.
Какое-то время эти платформы развивались параллельно. У .NET Core выходили свои версии, у .NET Framework свои. Но в 2020 году Microsoft решила объединить все это в одну так называемую унифицированную платформу, где она объединила .NET Core, .NET Framework и даже Mono. И все это вышло с версии .NET 5. Они убрали все эти постфиксы типа Framework и Core и просто назвали это .NET. И это все стало развиваться как единый продукт. И с версии 5 мы просто имеем .NET 5, .NET 6, .NET 7 и так далее. Итак, что же нам предлагает .NET? Ну, во-первых, как я уже сказал, это открытый исходный код и огромная комьюнити. Вы просто можете зайти на GitHub, вбить туда .NET Runtime и посмотреть все исходники. Второе – это кроссплатформенность. Можете писать не только под Windows, но под Linux и Mac, а также вы можете писать и мобильные приложения под Android и iOS платформы .NET MAUI. Да, там не все так гладко, как при написании на нативных языках под эти платформы, но тем не менее это тоже возможно. Также поддержку нескольких языков программирования. Тут мы подходим как раз к тому, что C-Sharp он не единственный. Да, он самый популярный, но также Microsoft поддерживает и другие языки, например, такие как F-Sharp и Visual Basic. И на них тоже можно писать под платформу .NET. Более того, при определенных условиях вы даже можете использовать библиотеку, написанную на одном языке, из другого языка. Про эти условия мы еще поговорим подробнее на одном из следующих слайдов. И также на самом деле не только Microsoft может написать такой язык, кто угодно теоретически может создать язык под платформу .NET. Возможно, вы слышали такой проект, как Delphi.NET. По-моему, сейчас он уже умер, но тем не менее это хороший пример, как совершенно сторонняя организация может создать язык, компилируемый под платформу .NET. Ну и также поддержка множества технологий, как я уже сказал, это и десктоп, и мобильные приложения, и игры, и веб. Вы можете писать все, что захотите. Какие же основные компоненты у платформы .NET? Ну, на самом деле их всего два. Это Common Language Runtime, или сокращенно CLR, на русский как общеязыковая среда исполнения. Почему общеязыковая, мы уже поняли, потому что она может исполнять программы, которые были написаны на нескольких языках. Почему исполняющая? Ну, потому что именно она и исполняет на самом деле ваше приложение. О ней мы еще подробно поговорим на следующем слайде. Теперь давайте рассмотрим второй компонент. Он называется Base Class Library, или сокращенно BCL. Что же это такое? Ну, это на самом деле огромная кодовая база, которую за вас уже написали разработчики Microsoft и комьюнити. То есть вам не надо ничего писать с нуля. Если вам нужно, например, подключиться к базе данных, вы берете определенную библиотеку, определенный класс и используете его. Если вам нужна работа с форматом JSON или XML, тоже есть под это свои классы. Нужна работа с графикой или сетью, есть под это свои классы. То есть вы просто берете и используете уже готовое. Вы не пишете какие-то низкоуровневые детали подключения к драйверу базы данных. Нет, вы берете готовый код, просто пишите над ним свой код и концентрируйтесь на своей бизнес-логике и не думайте о каких-то низкоуровневых деталях. В принципе, по платформе .NET на этом все. Давайте подробнее чуть остановимся на CLR. Итак, какие же функции выполняет CLR или Common Language Runtime? Ну, во-первых, она загружает и исполняет ваше приложение. Возможно, вы слышали про такое понятие, как управляемый код или managed код. Вот как раз она умеет этот код исполнять. А программы, которые написаны на языке C-Sharp, F-Sharp, Visual Basic, они как раз компилируются в управляемый код. На самом деле на выходе компиляторов C-Sharp, Visual Basic и F-Sharp получается некая сборка. О сборках мы еще более подробно поговорим на следующих уроках, но сейчас вы можете представлять себе сборку как просто некий запускаемый файл, то есть .exe файл, то есть тот, который вы запускаете на исполнение, как вы запускаете Word, Excel или вашу игру. Вот внутри этого файла на самом деле содержатся метаданные, которые описывают, что же, какие типы объявлены в этой сборке, а также так называемый IL-код, или еще его называют SIL-код, Intermediate Language или Common Intermediate Language. Вот этот код процессор еще не понимает, а его понимает только CLR. То есть CLR в первую очередь загружает вашу сборку в память, ищет точку входа, то есть откуда начинать вашу программу, и начинает выполнять этот SIL-код. Как же она это делает? И тут мы переходим ко второму пункту. Это just-in-time компиляция или сокращенно JIT компиляция. То есть это компиляция из промежуточного языка, вот из этого SIL, Common Intermediate Language, уже в машинной инструкции процессора. И что же дает нам этот второй шаг? Ну, во-первых, это как раз межязыковое взаимодействие, да, то есть CLR все равно, на каком языке вы написали код, потому что она видит только IL-код, а как раз на выходе компилятора получается сборка с IL-кодом. То есть она может даже и не знать, на каком языке это было написано. Второе, это независимость
зависимости от архитектуры процессора. То есть, возможно, вы знаете, что если вы пишете на языке C++, и вы хотите, чтобы ваша программа выполнялась как на процессоре с архитектурой x64, так и на процессоре с архитектурой x86, вам нужно скомпилировать вашу программу 2 раза и поставлять 2 различные сборки, да. Вы, наверное, видели, что вы, когда заходите на какой-то сайт, скачать какую-то программу, вам предлагают выбрать архитектуру. А на .NET немного проще, вы можете скомпилировать программу только один раз, и она у вас будет работать как на архитектуре с x84, так и на архитектуре x86. Почему? Ну, потому что CLR на этапе исполнения уже компилирует код в нативной инструкции, она знает, на каком процессоре она исполняется. Да? Если она исполняется на x64, то она будет генерировать x64 инструкции. Если на x86, то x86 инструкций. И тут внимательный слушатель, возможно, может задать вопрос, а как же так, если мы имеем вот этот дополнительный шаг, то есть, по сути, вторую компиляцию, то есть это может повлиять на производительность. На самом деле это логично. Но я вас могу заверить, что .NET очень производительный, и можете об этом не беспокоиться. Почему? Ну, во-первых, JIT-компиляция очень оптимизирована, плюс она может иногда даже повышать производительность. Каким образом? Ну, таким, что CLR, она знает досконально, на каком процессоре она исполняется, и может использовать какие-то даже специфичные инструкции конкретно этого процессора. При этом, если вы, например, компилируете программу просто под архитектуру x64, то вы не знаете, на каком процессоре будет исполняться ваша программа, и вы как бы ограничены только базовым набором инструкций, да. Это, во-первых. Во-вторых, JIT-компиляция происходит только один раз. То есть при первом вызове данного куска кода, то есть вы дошли до какой-то функции, она еще не скомпилирована, да, здесь вступает в работу JIT-компилятор, он эту функцию компилирует и потом кладет эти машинные инструкции рядом где-то в памяти, да, и в следующий раз, когда будет уже вызвана эта функция, процессор уже возьмет эти инструкции из памяти, то есть из кэша, и выполнит их на полной скорости. То есть если есть какая-то деградация производительности, то она только первый раз, да. Ну и надо еще напомнить, что на самом деле можно скомпилировать EU-код сразу в машинной инструкции. Для этого есть специальные утилиты, это называется Ahead of Time компиляция. Ну, мы не будем разбирать этот топик, он уже такой продвинутый. Возможно, когда-то я сниму об этом ролик. Еще одна очень важная функция CLR – это управление памятью. То есть вы не думаете, как там выделяется память, вы просто объявляете переменные, оперируете какими-то объектами в коде, а CLR сама для них память выделяет, и что самое главное, еще эту память очищает. Опять же, если сравнить с языком C++, например, то вы там оперируете памятью руками, и очищать ее тоже должны руками. Если вы забыли где-то очистить память, то это может привести к утечкам памяти, к каким-то багам. Здесь все проще, CLR сама следит за вашими объектами и сама очищает память, когда они стали недоступны. Это называется garbage collection или сборка мусора. То есть по умолчанию C-Sharp, например, он не позволяет вам ручную обращаться к памяти, но тем не менее, если вам очень нужно, это все-таки можно сделать. Вы можете объявить свой блок кода, пометить его как unsafe, то есть небезопасный, и там создать указатель, как и в C++, и напрямую обращаться к памяти. Но на самом деле за свой опыт мне никогда это в коммерческих проектах было не нужно, то есть максимум в каких-то учебных целях. Зачем это нужно? Ну, в первую очередь, это можно оптимизировать таким образом производительность. Если у вас есть какое-то узкое место, теоретически вы можете его ускорить за счет этого. Ну, иногда при взаимодействии с неуправляемым кодом. Что такое управляемый код, мы уже разобрались. Это как раз тот код, который выполняет CLR, а неуправляемый код CLR как раз выполнять не может. То есть какой-то, например, нативный код на том же C++ написали, скомпилировали, вот это называется неуправляемый код. Ну и также CLR, она отвечает за обработку исключений. Что такое исключение? Ну, это просто какая-то ошибка, да, например, самый простой пример – это деление на 0. Вы где-то в программе не проверили, у вас поделилось на 0, у вас выскочит исключение, то есть CLR выбросит исключение, и вы сможете его обработать в коде, если вам это нужно. Мы сейчас не будем глубоко вдаваться в подробности, потому что у нас будет отдельный урок по обработке исключений. Также она выполняет какие-то проверки кода на безопасность. Перед тем, как его выполнить, это мы тоже не будем глубоко вдаваться. Это внутренняя кухня CLR. Например, самый простой пример – это она гарантирует, что из памяти не будет ничего считано, если перед этим туда не было ничего записано. Ну и также она гарантирует соблюдение спецификаций CTS и CLS. О них мы подробнее поговорим на следующих слайде.
Итак, что же такое CTS и CLS? Ну, во-первых, это спецификация. CTS или Common Type System – это спецификация, которая объявляет, какие типы поддерживает CLR и с какими характеристиками. Типов на самом деле всего 5. Это классы, интерфейсы, делегаты, перечисления, структуры. А характеристик очень много. Например, Suite – это значит, что от класса нельзя наследоваться, или Abstract. И вот конкретные языки, .NET совместимые языки, такие как, например, C-Sharp, Visual Basic, F-Sharp, они должны эту спецификацию реализовывать, то есть реализовывать эти типы с этими характеристиками. Ну, например, и в C-Sharp, и в Visual Basic у нас есть классы. Причем в C-Sharp тот же модификатор Suite, он так и называется Suite, а в Visual Basic он называется Non-Inheritable. Но это не важно, потому что после компиляции для CLR это все будет одно и то же. Также CLR объявляет так называемые встроенные или примитивные типы, да, то есть, например, целочисленные типы. Вот вы направо на рисунке видите внизу овал, написано CLR System Int32. То есть это целочисленный 32-разрядный тип. Так как он очень часто используется на практике, то в языках обычно для него есть так называемый alias или ключевое слово. В C-Sharp это int, а в Visual Basic это integer. Но опять же это не важно, потому что после компиляции для CLR все это превратится в этот тип System Int32. Вот эти стрелочки это CSC, это C-Sharp Compiler, а VBC это Visual Basic Compiler. Также следующий момент, что языки, они не обязаны реализовывать всю функциональность CLR. Вот у нас на левом рисунке есть большой круг, тут написано CLR Types или CTS, да. То есть это вся функциональность, которую поддерживает CLR, а внутри уже кружки поменьше для конкретных языков. Это C-Sharp, Visual Basic и F-Sharp. И они реализуют какое-то подмножество только этой функциональности, причем каждое свое. Да, эти подмножества могут пересекаться и пересекаются, но тем не менее может быть и такое, что C-Sharp реализует что-то из CLR, что не реализует Visual Basic. Ну, например, до версии 7.2 C-Sharp не поддерживал модификатор Private Protected, а при этом CLR он был самой первой ее версией. Только в C-Sharp 7.2 его решили добавить. Также вы видите в середине кружок маленький, в нем написано CLS. Это вторая спецификация, которая объявляет, какой базовый набор функциональностей должны поддерживать все языки .NET, то есть каждый из них. И вот помните, я вам рассказывал, что из одного языка можно использовать библиотеки, написанные на другом языке, но при определенных условиях. Вот это и есть как раз эти условия, CLS-совместимый код. То есть представьте, что вы пишете библиотеку на языке C-Sharp, хотите выложить ее на GitHub, и чтобы весь мир ей пользовался. Вот если вы пишете CLS-совместимый код, то это гарантия того, что если человек даже пишет на Visual Basic, он сможет вашу библиотеку подключить к себе и спокойно ее использовать без всяких проблем. Если же вы пишете не CLS-совместимый код, то такой гарантии уже нет, потому что есть вероятность, что вы использовали какую-то фичу языка C-Sharp, которую не реализует Visual Basic. Ну, например, если я не ошибаюсь, до какой-то версии Visual Basic не поддерживал unsigned типы, то есть беззнаковые целочисленные типы. Давайте предположим сейчас, что это так. И вот вы пишете на C-Sharp, C-Sharp поддерживал этот тип из самой первой версии, вы пишете на C-Sharp и написали какую-то функцию, которая возвращает uint. Это как раз беззнаковый целочисленный тип. И выложили это на GitHub, и кто-то, кто пишет на Visual Basic, хочет использовать вашу библиотеку, но у него вызвать эту функцию не получится, потому что, несмотря на то, что и C-Sharp, и CLR знают, что такое uint, Visual Basic понятия не имеет, что такое uint, и не сможет ее использовать. Поэтому иногда есть смысл писать CLS compliant код. И для этого есть специальный атрибут, он так и называется CLS Compliant, да. И если вы пометите вашу сборку этим атрибутом, то компилятор будет вас предупреждать, если вы вдруг нарушаете эту спецификацию. В принципе, это все, что я хотел рассказать на этом уроке. Урок этот получился довольно объемный, много теории. На следующем уроке мы уже установим .NET SDK и даже что-то посмотрим на практике, вот из того, что я рассказал. Поэтому не волнуйтесь, если вы поняли не все. Ну, в принципе, на этом все. Если вам понравился урок, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. А у меня на этом все, и жду вас на следующем уроке.